Девочки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать мои покупки за май месяц и уже наконец-то начать ими пользоваться, потому что уже неделю где-то эта кучка стоит у меня на столе, ждет, пока я сниму видео, и я ничем из этого не пользовалась. В этом месяце, слава богу, покупок было не так много, благодаря тому, что все-таки я пытаюсь соблюдать свой low-buy. Ну и, как показывает практика, какие-то загулы косметические у меня случаются волнами, поэтому несколько месяцев я держусь, а потом меня прорывает на горку покупок, но в этом месяце все сдержано. Сначала хочу вам показать уход. Во-первых, я закупилась сыворотками от NewGen. Девчонки, кто проживает в Турции, могли видеть эту марку в обычных магазинчиках сетевых у дома. И действительно, это турецкая марка. Она очень бюджетная. Такая сыворотка стоит, я подпишу все цены, но, по-моему, в районе 200 рублей, если переводить в рубли. Ну и, соответственно, там 3 евро, да, или 2,5 евро. У меня была сыворотка, такой кровавый пилинг от NewGen. Мне очень он понравился, поэтому в этот раз, когда завезли в магазин по акции такие сыворотки, я обязательно решила, что приобрету. И вот взяла себе сыворотку с неоцинамидом, серум. Такой он вязкий, плотненький. Я еще не пользовалась. Планирую делать массажи каждый вечер себе с этими сыворотками. Неоцинамид нам нужен для увлажнения и для того, чтобы успокоить кожу чувствительную. Ну, во всяком случае, на меня он так действует. Вторая сыворотка от того же бренда – это серум с пептидами. Буду их чередовать, наверное, на ночь. Он уже такой более легкий. Пептиды также увлажняют и призваны бороться с морщинами. Так что вот эти вот две сыворотки у меня с сегодняшнего дня пойдут на вечерний массаж лица роликами. Также еще одна сыворотка. Это уже марка Dermakill. Это тоже турецкий производитель. И вот такой серум с чайным деревом. У меня как раз закончилось средство от точечных высыпаний. И я решила, что эту сыворотку я буду использовать для лечения каких-то редких прыщиков. Слава богу, благодаря кислотам сейчас у меня это очень редкое явление. Легкая такая штучка, прозрачная, пахнет легко чайным деревом. Особых от нее результатов не жду, но если вдруг, не дай бог, будут какие-то высыпания, хочу на себе ее протестировать. Ну, не подойдет, выброшу. Стоила она также копейки. Все цены я подпишу. Следующая моя покупка – это также турецкая марка, и это Atelier Rebul. Я давно хотела попробовать данную марку. Они делают и позиционируют себя как марка нишевой парфюмерии. Они выпускают очень много бюджетных одеколонов. И я вот решила попробовать. Хотела я начать с их знаменитого аромата Истанбул. Но дело в том, что, почитав отзывы и пирамидку, я поняла, что это очень тяжелый запах, который больше подойдет на зиму. А мне хотелось какой-то аромат, который я могу наносить хоть на пляж, хоть в самый пик жары, и он меня не будет душить, потому что на данный момент у меня очень мало ароматов, я ими не особо интересуюсь, но у меня в ходу был Chanel Chance Fresh, и я хочу сказать, что летом прошлым в Турции я им не могла пользоваться. То есть жара на меня так влияет, я ничего не могу на себе носить, и хотелось чего-то очень легкого. И вот я взяла аромат Turkish Rose. Тут, конечно, написано Intense, но из-за того, что это одеколон, аромат очень легкий. С возрастом я очень стала любить аромат розы, и поэтому выбрала его. Выбрала без теста, потому что это бюджетная покупка. Мне очень нравится эстетика Atelier Rebul. Она с чем-то схожа с многими другими марками нишевой парфюмерии. И вот тут написано, что откройте мир знаменитого аромата дамасской розы из региона Эспарта. Эспарта – это регион Турции. И я очень надеюсь, что у меня получится попутешествовать этим летом
в том числе и в Эспарту. Этим ароматом я уже пользовалась, я прикреплю пирамидку. Мне все понравилось, очень легкий аромат, не душит, оставляет приятный шлейф, потом держится близко к коже, естественно, быстро выветривается. Мне кажется, это именно то, что нужно на лето. Я посмотрю по обстоятельствам, вполне возможно, что приобрету еще какой-нибудь аромат от Atelier Rebul, например, тот, что с ароматом мандарин бодрума, по-моему. Вот. Так что вот такой вот у меня аромат на лето. Как вы видите, я им пользовалась. Ну, тут немножко уже стало меньше. Я думаю, что за летние месяцы в Турции он уйдет до ноября совершенно точно. Теперь перейдем к покупкам декоративной косметики. Их было немного. Во-первых, я приобрела 2 карандаша для глаз от турецких марок. У меня закончились данные цвета, у меня не было ни одного черного карандаша и ни одного бежевого карандаша для слизистой. Оба этих карандаша от турецких марок. Черный — это Биаулис. Не знаю, ни разу не пробовала, я даже не уверена, что правильно читается, но я подумала, что плохо сделать черный карандаш, это надо еще постараться. Вот такой вот он. Достаточно мягкий. Я еще не пробовала. Это первый раз, когда делаю сводч, поэтому по стойкости ничего сказать не могу. У меня, в общем, на самом деле, главное требование к карандашам для глаз, чтобы они были автоматические, потому что я терпеть не могу точить карандаши. У меня с этим вечно какая-то проблема, грязь, возня и вообще. И вот второй карандаш, это какая-то турецкая, я даже не знаю, как прочитать эту марку, LYKD или как, ну, в общем, или Liquid. И это просто обычный бежевый карандаш для слизистой. Такими карандашами я пользуюсь очень активно, особенно если использую какие-то рыжие или околокрасные или красные оттенки теней, то я обычно темным карандашом прохожусь по ресничной линии, а бежевым карандашом прохожусь по слизистой. Таким образом максимально отделяю такой провокационный цвет теней от глазного яблока, и чтобы глаза выглядели здоровыми в итоге, даже с красными и розовыми тенями. И осталось всего 2 покупки. Во-первых, это вот такой вот праймер, сос-праймер от Clarins. У меня это оттенок 08, оттенок называется Rosy Gold Pearls. Вы знаете, я закончила все свои праймеры совсем недавно, прожила без праймеров месяц, и поняла, что все-таки без подсвечивающих праймеров мне как-то не то. Почему-то в макияже особое удовольствие мне доставляет вот этот первый этап, когда я на кожу наношу какой-то подсвечивающий праймер. Это всем известный праймер с помпой, тоже еще его не пробовала. Сейчас вам покажу и отправлю сразу в косметичку. Вот такой вот он светленький. Я его попробую, если он мне зайдет, я приобрету оттенок еще и потемнее на лето. Приятно ощущается на руке. На самом деле это достаточно очень-очень старый запуск, да, от Clarins. И я даже думала, когда выбирала подсвечивающий праймер, выбрать что-то более современное, но мне хотелось такой более высокий ценовой сегмент. И когда я в Сефоре шарилась, в турецкой Сефоре я не нашла ничего, что меня заинтересовало, поэтому в итоге я выбрала именно Clarins. Вот. Мне нравится, как смотрится на руке. Буду наносить на периферию лица вечером вместо тонального средства, когда немножко подзагорю. Должно быть классно. Если он мне будет носиться хорошо, то я возьму еще оттеночек потемнее себе, чтобы у меня было разнообразие в подсвечивающих праймерах. И последняя покупка, которая на самом деле меня смотивировала вот на этот Project Pen с красными помадами, потому что, девочки, вообще просто логики нет. Я приобрела себе вот такую помаду от MAC. Вы знаете, это достаточно свежий выпуск. Эти помады вышли примерно 8-9 месяцев назад. И когда они только вышли, я такая думала, ой, ну фу, ну что за фигня? Вот почему такая форма неудобная, да и хранить ее будет неудобно. Все пули у меня коротенькие, а это такая длинная, не буду брать. И тут меня что-то переклинило. Я все ждала каких-то новинок у нас от MAC, их все не было, и в итоге я начала смотреть губосводчи на эти помады и залипла. В итоге вот у меня оттенок 875, Devoted to Danger, и, сами понимаете, это красная помада.
очень красивый Soft Touch матовый стик и вот такой цвет. Ну, обалдеть, конечно. В общем, после того, как она мне пришла, на самом деле она такая очень приятная, мягкая и не очень плотная. Даже интересно, как будет носиться. Вот как раз завтра пятница, и я буду ее выгуливать. Мягкий очень оттенок матовый. В этой линейке все помады около красные. Есть, конечно, нюдовые, но из того, что было в наличии, все были около красные. В общем, в итоге у меня вот такая вот новиночка от MAC. И она в итоге сразу можно ее положить вот в этот мой проектик с красными помадами, потому что ей теперь туда дорога. Вот. Собственно, все. Вот такие вот у меня были покупки за месяц, слава богу, немного. Дело в том, что в Сефоре в июне традиционно проходят распродажи, выходят какие-то новинки, которые я жду. Плюс я еще нашла бьюти-бокс турецкий. Плюс я еще планировала себе какой-то уход брать. В общем, в июне у меня будет намного больше покупок, поэтому я рада, что в мае хотя бы я немножко воздержалась. Спасибо, девчонки, что посмотрели вместе со мной мои покупочки. Всем спасибо за внимание, всем отличного настроения, прекрасного вам дня, всем пока-пока!